Всем привет! Мы по-прежнему в Камбодже. Продолжаем читать народный киргизский эпос «Манас». Начало похода. Перевод Марка Торловского. Возвещение похода. 6 ханов, недовольных гордостью и независимостью Манаса, который мало считается с феодальной знатью, вступают в заговор. Манас грозит заговорщикам беспощадной расправой, если по истечению 40 дней они не явятся к нему с повинной. К концу данного мятежным ханом срока Манас решает привести в боевую готовность свое войско и созвать своих 40 богатырей. Он приказывает выстрелить из громадной пушки Абзель, грохот которой слышен по всей земле. Это служит сигналом к сбору войска Манаса и его 40 богатырей. Поглядел на звезды Манас, на светильник, что век не гас, на извилины звездных рек, не скудеющие вовек. А к кельте свой поднял Манас самопального порошка, сколько может вместить рука. Всыпал в дуло он из мешка. В самопал прославленный свой, свинец оплавленный свой, с полбарана величиной. Вбил он шомпольной булавой, сделал пулей его боевой. Сизогривый стрелок такой, обратился он на восток, огромный фитиль зажег. Он сказал: «Вседержитель свят, открывается мой казат». Оборвались людские сны, бубны грянули со стены, к пушке бросились силачи, удалые джазайлычи. Та пушка была грозна, гордилась ею казна. Смертным она в старину провозглашала войну. Открывала она казат, служила набатом она, глушила раскатом она, дружила с булатом она. Была в 7 обхватов она, была поката она, была щербата она, была на канатах она, длиной с вековую ель. За 7 верст когда-то она попадала в любую цель. И звалась та пушка Абзель. 7 десятков джазайлычи прислугой были при ней. Обленились джазайлычи. Спали в пушке они своей. Но, заслышав Манасов рев, свой они покинули кров. Сухого песку принесли, со скребками в пушку вползли. Ржавчины 12 слоев, с пушки они соскребли. Стало чисто в медном забу. Сошел с Абзеля загар, пороху им на пальбу, привезли между тем арбу. Выкатили чугунный шар, высокий, с корнем чинар, вытащили из земли, жерла им насквозь прошли. Абзель, голодный ревун, голодавший 70 лун, проглотил чугунный валун, пороху целый курджун, ухом своим поглотил 600 веревочных жил, 60 чинаровых пней охватили сетью своей. В круг Абзеля, что был прочней, обвились всей сетью своей. Кончилась эта возня, дошел черед до огня. Поддев копьем горловню, Муршаб на своем коне, шипящую головню, поднес к запальной казне. Дошел до огня черед, давай убегать, народ, давай без оглядки прочь, давай в беспорядке прочь. Спасайся, кому не лень, затмился над пушкой день. Закатная пала тень, зловещая пала ночь. Оглохни, кто был вокруг, осела земля вокруг. Лязгнули звенья кольчуг, лопнули крепи подпруг. Самый далекий аул услышал Абзелев гул. Все вняли Абзелю там, стоявшие сели там, сидевшие полегли, спавшие в землю вросли. Кто сроду был глух, и тот пролил холодный пот. Знатных и бедняков, сильных и стариков, сшибло с их тюфяков, с войлока и с шелков, даже из рук матерей вышибло малышей. Вот он, Абзель, каков. Кумганы в трезвоне там упали на очаги, на привязях кони там стали чертить круги. Верблюды рыдали там, гусаки гоготали там, птицы с насестов слетев, горланили нараспев.
Гавкнул каждый цепной кобель, рявкнул, важно, шальной Абзель. Переполошились Кырык-Чоро и вооружились Кырык-Чоро, заслышав пушечный зов. Пошли они 40 волков, пошли с 40 концов, повели они 40 полков. Мы их выследим, Кырык-Чоро, перечислим их, Кырык-Чоро. Кто был равен по силе им, этим истинным Кырык-Чоро? Мог Чоро ударом одним Маралу сломить ребро. Следопытом был каждый из них, знаменитым был каждый из них. Где во тьме не видать дорог, лисий след отыскать он мог. Если б месяц в тучи ушел, он барсучий бы след нашел. Перечислим же их теперь, назовем их по именам. Кряжестый Торо Бакай, Кульдеров сын Чалыбай, Краснобай, Шутник Аджибай, Киргизский бег Кутунай, Кара Токинец Маджик, Камбаров отпрыск Чалик, Саргал, вернее Сатай, сын Бия Сабая Атай, из рода Уйшун Умют, Джайсан его знатный сын, и черный Ходжа Аргын, которого также чтут. Бебек, Шабек, Щукурю, из рода Арбан Алтай, из рода Дорбои Тор-Ай, прорицатель черный Толок, в гаданиях знавший прок, и собрат его Агыбай, что по хватке стать вровень мог, что гадать по лопатке мог. Токотой шел из дальних стран, издалека шел Элеман, старший в племени Калкаман, шел могучий богатырь Серек, это был скала-человек. За Сереком Сыргак выступал, никакой их кулак не сшибал, шли обыши седло к седлу. Их отцом был Конгоролу, Авас шел с войском своим, Алакен, чей отец Алым, Маджик, льву подобный батыр, Джайнак, шутинский кадыр, что весь мир мог речью увлечь и любой возвести поклеп. Ирчиул со звериных троп, Базуул, сокрушитель скул, и Баймат, плешивый лоб, он любого в охапку сгреб, он любого б на земь швырнул. Шел казах, степняк, Джорунчу, шли Кыргын, Боголь, Торлучу, сын Шингы, отважный Кербен, знаменитый хитрец, Дорбон, Кызылмаш, что славой гремел, что по волчьи рыскать умел, всех их старше не забывай, всех их опытней был Бакай, все они друг за дружкой пришли, привлеченные пушкой пришли. Лебедь, вытянув шею, летит, любого он гуся опередит. Лелеемый птицей побед летел к реке Ашмара, лугами земли Алмалу, лучезарный Торо Алмамбет, обгоняет лебедь гусей, обскакал он своих друзей, объявился с 40-м, обнялся с Бакаем седым. Кликами сверкая тогда, коней понукая тогда, камчи подымая тогда, Кырык-Чоро сомкнулись кольцом, вокруг Бакая тесным кольцом. Кряжестый Бакай-старик, на салам ответил Алик. «Милые азаматы», — сказал, — «нам грозят супостаты», — сказал. «Будут львом они смяты», — сказал, — «ведь смельчак он завзятый», — сказал. «Властной пушки раскаты», — сказал, — «возвещает волю его». Растревожен суровый Манас, пир готовит нам новый Манас. К походу готовый Манас. Слышал голос лосевый Манас, скулил до рассвета лось, соловьиное пение лилось. Седло на Тулпара набрось, советовал светкий певец. Слинял гнедой жеребец. Это значит, не действуй врозь, недаром мечется лось, недаром поет соловей. Нет на свете чутья острей, чем у вещих птиц и зверей. Оттого и тревожатся скакуны, острыми ушами придут. Орды с вражеской стороны, очевидно, на нас идут. Озеро корчится от волны, осыпаются с гор валуны. Это происходит всегда, если недруга ждет беда. Если Манас, Конкор, хочет вражьи отбить стада, ханов раздавить без седла. Без оглядки голову очертя, безжалостно коней колотя, друг друга опередить стремясь,
властителю угодить стремясь. Прискакали при свете зари к Манасу богатыри. Взошел Манас на курган, всякий струсил бы перед ним, ибо гневом он был обуян. Изменился Манас в лице, в глазах полыхал пожар. Это был живой Аджидар. Оттопырились, размякая губа, распузырилась другая губа. Он глядел, как полночь глядит, был, как пасмурный день, сердит. Губы он вздул, как ножны, щеки были напряжены и усами вооружены. Каждый ус был на меч похож, в глазах огонь бушевал, визг и скрежет рот издавал. Верблюда он напоминал, что от похоти изнывал, виски его мрак покрывал, волосами лев потрясал. Так в тот час они густо пошли, так обильно они росли, что поспорить с шерстью могли. 5 пайпаков бы шерстяных можно было связать из них. Вот как выглядел лев-мудрец, возмущенный Манас-храбрец. 40 батыров, почуяв гнев, содрогнулись, как мел побелев. В землю опущенных глаз не смели поднять они. Напрасно азаном вдали, мулла за курганом вдали, взывал к мусульманам вдали. Кырык-чоро, к нему не пошли. Не встали они с земли, мы сидим, как сидит Манас, говорили они меж собой. Бахат был под ними и атлас. Он сменил их на холм сырой. И лишь вчера на перины он клал свою гриву льва, а теперь его львиный сон ублажает одна трава. И лишь вчера он сидел в тепле, в стенах роскошных палат, а теперь, объявив казат, сидит на сырой земле. Обмораживает свой зад, согревается лишь в седле. Что еще нам предстоит? Чем нас Манас угостит? Вот мы и прочитали первую главу, так что ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Всем пока-пока.